неспелые плоды всех сортов хурмы отличаются неприятной вязкостью и терпкостью. При этом шарон содержит меньше вяжущей кислоты, поэтому на вкус более приятный. В шароне также отсутствуют косточки. Вкус разных сортов хурмы отличается, однако все они одинаково полезны. Чем? Давайте узнаем это прямо сейчас. Хурма – состав. Внимание на экран. В интернет часто пишут, что хурма изобилует бета-каротином. Согласно международной базе нутриентов, в 100 граммах хурмы всего 24% каротина от суточной нормы. Для примера посмотрите на морковь. В 100 граммах моркови каротина 240% от суточной нормы. Так что каротина в хурме не так много, как это заявляют. Однако витамина В5 в хурме 152%. Это действительно много. Витамин В5 – это пантотеновая кислота, которая нужна для стимуляции работы надпочечников, для строительства клеток и развития центральной нервной системы, для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта, для повышения сопротивляемости организма стрессам, для уменьшения токсического эффекта многих антибиотиков, для защиты от преждевременного старения и образования морщин. Витамин В5 в особенности полезен для волос. При острой нехватке в организме витамина В5 волосы теряют свой цвет и силу, постоянно секутся, ломаются и выпадают, замедляется их рост. Именно из-за недостатка витамина у молодых людей наблюдается раннее облысение. Больше на тему витаминов для волос вы можете узнать из нашего видео, ссылка на которое есть на нашем экране и в описании под этим видео. А мы возвращаемся к таблице. Следующий нутриент, который заслуживает внимания в хурме, это йод. В 100 граммах хурмы йода содержится 40% от суточной нормы. Это хороший показатель, так как йод не просто получать с пищей. Далее кобальт. В 100 граммах 36%, витамина А 22%, марганец 18%, витамин С 17%, хром 16%, молибден и биотин по 15%. В интернет мы видели подобные заголовки «Хурма – польза для мужчин». Как вы сами видите, это не так. Хурма практически не содержит полезные для мужского здоровья минералы селен и цинк. Смотрите в таблицу. Так что на потенцию хурма точно не влияет. При этом хурма является прекрасным источником витамина В5, йода и кобальта. Если у вас дефицит этих элементов, хурма вам поможет. И если добыть В5 и кобальт проще, то в отношении йода хурма – это находка. Как считают ученые, около 35% населения Земли, то есть каждый третий, страдает от недостатка йода. А это отрицательно влияет на гормональный фон человека, особенно это критично для женщин. И еще многие спрашивают, чем вредна хурма? В принципе, ничего вредного в хурме нет, но важно помнить, что это углевод. В хурме много сахаров. В то же время фрукт богат клетчаткой, которая связывает лишний сахар. Тем, кто страдает сахарным диабетом, хурму есть можно, но не больше одного плода в сутки. В больших количествах хурма может вызвать сильный выброс инсулина. Для всех остальных хурма не представляет опасности. А разные страшилки в интернет – это мифы. Передозировка может наступить только при употреблении 2-4 кг хурмы за один раз. Также люди спрашивают, как есть хурму, с кожурой или без. Ведь в шкурке есть ядовитые вещества. Это миф. Есть только одно официальное предупреждение, которое можно принять к сведению. Израильские врачи предупреждают, что кожуру хурмы нельзя есть людям, которые перенесли операцию на желудке, кишечнике или другом органе желудочно-кишечного тракта. Таким людям хурму следует очищать от кожуры. Но если с момента операции прошло уже полгода, забудьте про эти ограничения. А как же насчет танинов, спросите вы? Именно о них были публикации в интернет. Речь идет о вяжущих свойствах хурмы, это и есть танины. Если их употреблять очень много, то они могут якобы образовать плотный комок в кишечнике,
который может вызвать дискомфорт у некоторых людей с больным кишечником. Короче, это возможно, если человек съест огромное количество зеленых терпких плодов. Так что не давитесь зелеными плодами хурмы, которые даже глотнуть сложно. Употребляйте спелые, сладкие плоды. Если будут вопросы, пишите в комментариях, и мы ответим.